Всем привет! С вами Шок Гейм. Продолжаем играть в Хелион в режиме выживания. Сейчас мы находимся на орбите спутника Адхар Таскиана. Так вот, мы сейчас будем заниматься тем, что будем искать ресурсы. Давайте посмотрим, что у нас есть. Давайте просканируем. Так, у нас есть в обломках станция. Давайте посмотрим, что это из себя представляет. Так, тут огромное количество объектов. Так, еще у нас есть станция. Просканируем ее. Так, ну тут то же самое. Тут огромное количество различных объектов. Ну давайте пошире, что ли, возьмем. Может, что-то мы найдем на более такой, так скажем, орбите менее жесткой. Так, нет, что-то тут разлетается, какие-то куски, обломки. Вот видите, по сигнатуре уходит. Так, дереликт, Broken Solar. Угу. Давайте так. Пошире возьмем скан. Ну, я вот думаю, надо куда-то лететь, что-то искать. Ведь обратите внимание, что-то к нам приближается на сигнатуре на бешеной. Ну, мимо нас. Так, еще поуже. Так, и давайте просканируем, может быть, что-нибудь здесь интересное будет. Но не вижу. Ну, предлагаю все-таки так посетить. Может быть, давайте вот эту сторону. Или хотя... Так. Вот этот объект. Так, дереликты. Вот. Broken Industrial Habitat и Torn Industrial Wing. Ну, давайте вот с этого начнем. Попытаемся переместиться туда. Так, будем на втором варпе летать. Ну, что я могу сказать? Ну, достаточно такое не очень хорошее место в том отношении, что осколки. Нам это, конечно, не нравится. Давайте быстрее. Тяжело двигается корабль. Даже не знаю, с чем это связано. Прям, наверное, не хочет лететь в обломки. Но что делать? Давайте так. Так, ну что, одеваем шлем, откачиваем воздух и вперед. Так, у нас здесь почему-то варп-ячейка еще одна не использована. Давайте ее вернем. Так, ну что, будем выходить из корабля. Ну вот астероиды, осколки. Ничего хорошего. Все, прилетели. Так, смотрим, что это у нас такое. Ну, я не знаю, трудно это назвать кораблем. Broken. Так. Вот у нас Цикуем. Ну, тоже, наверное, какая-то развалина. Ну, давайте слетаем туда. Так, 99%, 98% у нас. Ну, то есть, я не знаю, осколками нас колотит. Дай боже, так. Так, может быть, есть смысл поставить военку одну. Хотя бы такую. Чтобы попрочнее у нас корпус был. Давайте так. Ну, повеселей. Давайте подлетим. Ну, вот обратите внимание, там какие-то были, я не знаю, дикие осколки. То есть остатки. Ну, потом на Винг мы полетим. Торн Индустриал Винг. И потом выйдем на орбиту. Вот 97% хп уже корабля. Ну, конечно, это вообще... Не знаю.
Ничего хорошего. Сейчас, если здесь у нас будет разрушенный модуль, то как бы смысла нет. Ну, еще, может быть, на один слетаем, потом выйдем на орбиту, потом будем ремонтировать корабль. 97% хп уже. Ну-ка, сбрасываем скорость. Прям какой-то ужас. Так, посмотрим. Прям по нему видно, как прилетает. Так, а ну-ка. Ну, давай попробуем. Внимание, осколки. Ну, ничего хорошего. Так, у нас был сварочник. Давайте попробуем им подварить, если что. Ну, помните, до этого мы в ЦКМ попасть не могли. Я даже так и не понял, почему это произошло. Ну, вот какая-то проблема. Так. Интересно. Так, неужели это из той же серии? Нет. Все отлично, открылся. Так, что у нас тут? Ничего, да? Вот один. Военка. Ну все, больше ничего тут нет. Уходим. Какой-то странный модуль. Ладно. Давайте на свой корабль. Может быть, нет смысла риска тут, на этой орбите. Может быть, мы перелетим на другую планету. Ну, вернее, на другой спутник, это Ульгарат. Может быть, там поищем. Но тут я просто какой-то, вот, я не знаю, эти осколки там все разрушают. Ну, еще на Винкс мы пролетим. И потом встанем на орбиту. О, как тут. Прям все. Так, давайте наверх. Так, 95%. Ну, не так страшно. Давайте вот сюда перелетим. И все, в принципе, как бы будет уже понятно нам, что тут нам ожидать. ЦКМ мы осследовали, потом брокер Индустриал Хабибат мы осмотрели. Там просто коридор один какой-то остался, недобитый. Никому абсолютно не нужный. Ну, давайте так. Давайте приблизимся, посмотрим, как все это будет выглядеть. Так, разгоняемся. То есть не хотелось бы терять время, 95% у нас. Ну вот видите, лагры дебрис, это куски какие-то отлетают постоянно от чего-то. Что-то взрывается, разрушается. Ну, таким планом. Ну, давайте за сотку. То мы тут жалко время. И корабль. Потом придется сейчас уходить на орбиту, проваривать его. Сейчас посмотрим, что там. Индустриал Винк. И знаете, вот я вот так прикинул. Возможно, да, может быть, на Ульгарат есть смысл вернуться. Почему? Потому что, ну, в осколках мы тут ничего толком не найдем хорошего. Может быть, конечно, какие-то есть моменты, но вот там пролетает мимо нас очередной дереликт. Ну, обследовать дереликты, это, конечно, сильно, но не знаю.
Есть ли смысл тратить на это свое время? Так, ну что, подлетаем, ускоряемся. Ну вот. Давайте сбрасываем скорость. Быстро тоже не есть хорошо. Если здесь разрушены станции, ну тогда выходим на орбиту чуть повыше и будем думать. Так. Угу. О, как! Красота какая, вы видели? Ну вот и смысл. Ладно. Уходим, проварим корабль. Давайте так, встанем на орбиту. Ну вот тут какие-то одни... Создать произвольную орбиту. Так. Давайте так. Варп перемещения. Это несерьезно. Все, улетаем. Потом восстановим корабль и дальше уже. Нульгарат. Ну, это вот, я не знаю, тут на такого большого любителя смотреть, как взрываются модули. Так, 92%. Так. Так. Вот, уходим с этой жесткой, очень жесткой орбиты. Уходим из этих осколков. Сейчас пробежимся по кораблю, проварим его, восстановим и полетим уже на этот самый Нульгарат. Ну, не вижу смысла тут тратить время. А потом мы сюда вернемся на астероид для добычи ресурсов. Так. Все, давайте посмотрим. У нас тут варп-ячейки уже выжгло. Так, забираем плохие. Так. Вот эту варп-ячейку. И еще одну нам нужно. Вот эту. Так. И так. Сейчас проварим корабль быстренько и летим. Смотрим, в каком тут у нас состоянии. Ну, практически так. Давайте все-таки поставим. Ну, вот мы подняли там. Ну, вот я не знаю, без интереса такое, как бы получается, действо. Так, давайте. Это у нас буры тут ставим. Так, сюда. Ну, в принципе, так, аптечек нам хватит. Давайте для профилактики. Ну, все. Уходим, провариваем и летим. Вот, я не знаю, ну, как бы... Хотелось бы, конечно, мы практически нашли все, что нам нужно. Вот, ну, единственное, что хотелось бы, конечно, автоматическую винтовку найти, но не уверен, что мы сможем так просто штурмом все здесь взять. Такой замкнутый круг. Так, разрушили мы
себе одну солнечную батарею, не до конца она не свернулась. Обычно, когда происходит разрушение, она просто собирается в одно целое. А сейчас как бы все хорошо. Так, ну давайте наверх еще посмотрим и посмотрим. Так, не вижу никаких разрушений. Еще одну солнечную посмотрим и все. Ну, по-моему, все у нас хорошо. Все, летим на корабль и стартуем на Ульгарат. Здесь тоже никаких я повреждений не вижу. Так, все отлично. Вперед. Так. Строим орбиту. Угу. Но здесь тоже как бы есть астероиды и все такое прочее, но не в таком как бы жестком варианте, когда мы практически в обломках тут что-то собираем. Так. Ну все, варп перемещение. Так, давайте. Да, третий варп очень хорошо съедает. Ну, что делать? Но мы на третьем варпе хотели бы вернуться. Быстрее. Все. Летим в Ульгарат. На орбиту спутника Ульгарат. Так. Там я видел станцию. Ну, давайте там ее обследуем, посмотрим, что там хорошего из ресурсов. У нас есть замечательный усилитель радарного сигнала. Давайте тоже его используем в своих целях. Нет, ну просто так бездумно летать, собирать ресурсы, ну, я не знаю. Нам нужна какая-то цель. Так, давайте просветим это все. Поменьше, может, конечно, радиус. Вот. Угу. Ну, это какие-то осколки тут разлетаются. Угу. Так. Попробуем вот так пошире взять. Сканировать. Угу. Ну, тоже обратите внимание. Сигнатуры. Так. Ну, давайте так еще в сторону. Сейчас просветим и полетим. Так. Дереликты одни. Обратите внимание, в этих осколках одни дереликты. Да. Ну, вот единственное у нас Happy Bat и Abandoned Story Section сегмент. Так, ну давайте попробуем.
Что-то интересно. Ну-ка. Неужели у него такая орбита быстрая? Вообще фантастика. Тоже влетают в осколки. Вот это скорость. Обратите внимание. Интересно. С какой скоростью он движется? Что это за объект такой? Скоростной. Нестабильная орбита. Странно, как-то он прорисовывает это все. Ладно. Как будто он за планету уходит. Не совсем понятно. Ну, давайте подлетим, посмотрим, что там. Так. Надеюсь, это не осколки очередные. Не хотелось бы, конечно, тут возиться с этими осколками, с разрушенными. Так. Угу. Это что ж такое? Семен Семенович. Да. Единственная радость — это эти арматуры. И не уверен, что взорвется, но не взорвется. Ведь жеж. Кстати, обратите внимание, там в космосе она прям болтается. Ну, надеемся, не взорвется это все дело. Вот электроника тут сломанная, поврежденная. Так. 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 Вот еще один. Ну, в принципе, нам тут больше делать нечего, да? Так, электроника опять. Все, улетаем. Ну, я ничего здесь не вижу. Это какой-то странный объект, кусок, остатки чего-то. Ну, я ожидал большего. Ну, что делать? Так. Стоять. Ну, что ж такое? Утягивать в сторону. Весь, говорит, переполненный арматурой. Так, ладно. Давайте здесь выставим ее. Вот она у нас нужна. Это сплавы. Так. И электроника сгоревшая тоже пригодится. Так, куда мы будем загружать? Вот сюда, может быть. Так, кстати, вот я забыл тут в свое время
выгрузить аптечки. Так, одноразовое устройство взлома. Ну ладно, давайте вот сюда аптечки бросим большие. Так, пока тоже сюда. Так, к следующему объекту летим. Ну вот так. Получается, мы прилетели и ничего такого интересного. Ну, хорошо, ладно. Так, давайте. Вот у нас. В 28 километрах. Давайте, может, так прыгнем. Не будем время терять. 28 километров. Так. Так. Бар перемещения. Давайте быстренько. Он такие странные эти самые рисуют диаграммы. Даже не знаю, ладно, не будем. Прям такое ощущение, через планету надо лететь. Смысл какой? Может быть, ошибочно здесь орбита рассчитывается. Такое ощущение. Ну, давайте разгонимся. Вот как бы можно и водородник включить, но я бы не стал рисковать. Просто быстро он разгоняется, конечно, потом останавливается очень тяжело. Вот, не будем рисковать. Угу. Так, ну что, я ожидал большего. Ну, вот такая ситуация. Да, 200 метров в секунду самый самолет. Так, я ожидал большего, да? Угу. Так, посмотрим. Так, реактор у нас отключен. Солнечная активность у нас великолепная. 95%. Вот. Давайте приближаемся. Что у нас тут? Дереликт под нами пролетает. Ну, вот я говорю, то же самое должен был нарисовать дереликт. А тут у нас сегмент. Может, такая же проблема? Ну, посмотрим. Ну, где-то у нас он разгоняется. Где-то 5 километров. Вот за 5 километров можем снижать скорость. В принципе, это будет оптимально. Ну, если что, уйдем в сторону. Не будем таранить его. Не есть хорошо. Опасности. Ну ладно, давайте, поехали. Сбрасываем скорость. Ну вот я говорю, такой есть нюанс. Он связан с тем, что, конечно, на водороде летать это вообще, особенно на онлайн-серверах там. Здесь на закиси азота достаточно, я думаю. Давайте полтинник. Все. И потом с километра начнем забрасывать. Посмотрим, может быть, тоже там какие-то обломки остались одни. Вот, ну тогда что, на центральную тогда возвращаться? Так, ну вот, подлетаем. И тогда на планету. Атхнар. Вернемся? Получается так. Или в обломки лететь. Ну там обломки там были просто реальные. Куски какие-то. Так. Угу. Подлетаем. Абандонит. Сегмент. Ну, то есть, получается, ничего мы такого не нашли.
Хотелось бы... Ух ты, куда-то в минуса ушел. Так, хотелось бы, конечно, но не получается. Тоже какие-то, по-моему, остатки. Ну да. Грусть, печаль. Так, ладно. Понятно. Нечего тут ловить. Так, смотрим. Выжгли. Сейчас следующий будем выжигать. Так. Ну, значит, возвращаемся на орбиту. Так, строим. Так, делаем тут орбиту. Угу. Ну, вот бесполезный такой номер. Вар перемещения. Вот так. Ну, эти руины обследовать, конечно, сильно, но что это даст? Вообще непонятно. Так, ну все, летим тогда на планету Атхнар. Там, помните, там были достаточно серьезные проблемы в том отношении, что когда мы прилетели, мы сразу начали ее обследовать, но там постоянно турели, станции с турелями, то есть, ну, как бы такая вот достаточно жесткая схема в том отношении, что у нас несколько раз чуть не погибли. Вот. Для того, чтобы взять штурмом все это хозяйство, нужно как бы соответствующее вооружение. Вот как бы такой замкнутый круг получается, да? Вот, так, эту орбиту удаляем. Вот. Создаем орбиту. Давайте мы ее, наверное, тут аккуратненько сделаем внутри. Или снаружи, давайте. Без разницы. Вот так. Может, чуть поменьше ее, правда, сделать, чтобы не так. Все, летим. Ну, что я могу сказать? Вот ничего мы на этих спутниках Ульгарат и Тоскиана толком не нашли. На Тоскиане там вообще мы просветили только 2 группы станций, и все они в обломках, там полностью разрушенные. Один только Цукей модуль, так называемый спальник, мы нашли, но то как бы под вопросом. Так, что у нас тут? Все хорошо. Так, у нас есть ремонтный аппарат. Вот им проварим. Модули. Восстановим их. Вот таким планом. Может быть, на самом деле, как бы мы сейчас проведем как бы такую разведку. Вот. И знаете что? Хотя бы какую-нибудь одну группу проверим. Группу модулей. Почему? Потому что тут, если все проверять, тут это достаточно долгий такой процесс. Почему? Потому что их достаточно много. Я тогда помню, мы просвечивали, там этих групп было тьма, тьмущая. Вот, так, давайте вот эту орбиту. Так. Удалим. Удалить орбиту. Мой корабль. Так, ну давайте так, вот мы большой. Давайте просканируем его.
что там рядом с ним. Ну, вот это СДС, это не очень хорошо, сразу скажу. Мы там были, там турели. Давайте так, пойдем по радиусу. Может, что-нибудь зацепим. Так, угу. Руинен, Повервинг. Дальше. Вот так прямо цепляясь за стероиды, мы будем просвечивать все. Так, давайте так. Ну, красота какая. Вот этот наш. Давайте подлетим к нему. Помните, мы в самом начале там наткнулись на этого, на этот корабль. Ну, надеюсь, там все уже разрушилось. Вокруг него там все поотрывалось. Мы его там проваривали даже какое-то время. Ну, не знаю, посмотрим. Там единственное мешала турель в коридоре. Вот. И никак мы не могли попасть на Аргус. Там как раз вот этот... Как правильно у нас там... Так, он у нас... Анкор. Был. Анкор, еще Анкор. Какая красота. Такая, это вторая планета от Солнца. Ну, вот тут достаточно высокий уровень радиации, порядка 9 хп в секунду. Поэтому тут два параллельно стоят этих гражданских синих нанитных ядра, и более-менее нормально. Можно как-то действовать. Так, вот, конечно, бы забраться внутрь этого Аргуса, ну, не знаю, мне... Тогда я не смог к нему подойти. Почему? Потому что... Так, он тут не взорвался случайным случаем. А нет, еще жив, курилка. Так, да что ж такое? Никак у него не отцепилась эта вся беда. Мы его проваривали. Может, он зареспамился опять? А нет, это другое. Это уже у нас стероп. Да, точно. Ну-ка, сбросим скорость. Вот так. Стеропчик. Угу. Ох, он такой. Так, ладно. В осколках главное. Что такое? Ну, давайте попытаемся тут посмотреть, что там внутри у него. Надеюсь, он там не вооружен с ног до головы. Осколки — это, конечно, плохо. В том отношении, что он может в любой момент взорваться. То есть это будет не есть хорошо. Да, он весь уж какой-то серый, присерый. Так. Такой прям, не знаю. Сейчас давайте его чуть-чуть проварим. Для всякий случай. Не будем экономить. Чтобы не было сюрпризов. Хотя бы там на какой-то процент. Все. То, что снизу может взорваться модули эти, ну да. А что ты будешь делать, а? Как носит, как меня в этих осколках. Так. Не знаю. Тороплюсь, может быть. Открываем. О как. Птичка. Зеленая. Нанитка. Может, так, это у нас
Все белый, да? Турель. Твою дивизию, а? Ах ты. Зараза, а. Так, а тут у нас что? Так, тут карабины, это неинтересно. Так. Ой, ладно. Конечно, попытаться там взять штурм, но вот ради чего тут? Ну, это у нас карабины есть. Грустно. Ладно. Давайте выходим тогда. Тут авторизовываться надо. Но он, говорю, тут в любой момент может взорваться, этот красавец. Тем более в осколках. Нет, не наш все-таки выбор. Давайте на корабль. У нас есть эти винтовки. То есть, ну, как бы вот так. И тратить последнюю эми-гранату, ну, не знаю. Это как бы не совсем, считаю, правильно. Так. Забросим большие. Так, давайте. Так, заправка. Так, давайте чуть-чуть водорода сбросим сюда. Нормально. Так, нормально, давайте. Ну, эти, конечно, осколки, они убивают. Я думал, там security checkpoint. Так, давайте туда. Так, а ну-ка посмотрим еще раз навигацию. Что тут у нас интересного? Так. Угу. Ну, давайте здесь посмотрим, а потом сюда, на реактор мы слетаем. Вот он, чекпоинт этот. 92%. Обратите внимание уже. Целостность корабля. Это вот это просто убивает. То есть в этих осколках это нормальная тема. Еще посмотрим издалека, как там ситуация. Мы вышли, вернее, из осколков. Вот. Ну, единственное, как бы взять штурмом, это просто ими гранату бросаешь, потом расстреливаешь эту турель, и все. То есть, как бы такой простой вариант. Несложный. Есть второй вариант. Ты просто бросаешь ими гранату, забегаешь туда, в командник. Не в командник, в этот самый, в пульт управления кораблем этого, и берешь управление на себя. Ну, полностью. Регистрируешь этот стероп, и все. У тебя турель как бы уже не будет по тебе стрелять. То есть таким планом. Так, посмотрим. Хотя можно было бы, знаете, что еще там на стероп проверить? Может быть, там зеленый есть этот. О, какая красота. Но это, да, это тут уже это проходили. А это тут Tone Security Checkpoint. Это увешанная беда турелями, как обычно. Слов нет, слезы душат. Так. Вот. Ну да, видно там. Подсвечивает. Ну, как ее тут трясет аж прямо. Подлагивает ее. Ну, для спокойствия возьмем взломчик один.
И посмотрим. Да, ее прям вот потряхивает ее всю. Так, устройство взлома. Так, зеленая нанитная. Это военка нанитная. Ну, давайте. Больше аптечек. Больше жизни. Так. Вот не знаю, что ее так потряхивает. Вот реально ее трясет. Могу понять, почему. Так. Ну, ничего нет. О, май год. Так, ну да, там турель. Голдовая, кстати. Но она нас просто срежет. Вот, и вот так, по идее, заскакиваешь туда, кидаешь эту ими гранаты, бах, и все, и там расстреливаешь ее. Угу. Так нет, это глухой номер. Да, ну, видно там такой желтый такой огонек. Это как раз и говорит о том, что там турель. Так, давайте дальше. На следующую станцию. Ну, говорю, мы тут надолго. Я тогда еще в самом начале сказал, еще, когда только мы сюда прилетели. Говорю, это надолго. Это тут так просто тут не получается. Почему? Потому что мы как бы не совсем готовы. То есть у нас нет гранат. У нас ничего нет. У нас она одна, мы еще не изученная. И поэтому мы тут не можем рисковать. Так. Чекпоинт. Так. Угу. Ну, давайте еще сюда мы слетаем. Такое ощущение, мы по кругу тут бегаем. Ну, потом станем на орбиту, и все, и как бы, ну, без фанатизма. Вот мы эту группу проверили. Так, там есть еще одна группа. Вот потом к ней, может быть, слетаем, но, наверное, посмотрим. Ну, так, по большому счету, конечно, можно тут ресурсы пособирать на этих станциях, но самое главное их проштурмовать. Это самое интересное. Но мы пока не готовы. Я думаю, надо вернуться к себе, подготовиться, сделать все, что нам нужно. Вот. Сделать так называемые. И прям сюда опять гранаты, и сюда прилететь и тут начать все зачищать со страшной силой. Ну, я думаю, это было бы очень интересно. Ну, я так думаю, для себя и для всех. Вот, как вы думаете? Так, ну давайте подлетим поближе. Так, сбрасываем скорость. Ну вот, я говорю, и голдовую турель, конечно, можно сбить. Конечно, можно и нужно, но не так-то все просто. Так, сближаемся. Ну, это у нас не то, что надо. Винт крылья. И вот не удивлюсь, что там внутри этой беды тоже какая-нибудь турелька стоит, крутится. Вот я говорю, это просто какой-то вообще забавный элемент. Так, смотрим. Вперед. Труба зовет. Так. Подлетаем поближе.
Ну да, да, да. Видите, вот тут вращение как таковое идет. Что это тут дохлый номер. Хорошо, что она там сквозь модуль не стреляет. Тут мы тут получили бы уже по голове. Вот так, электроника сгоревшая. Пригодится она нам. Так. Сейчас посмотрим, убедимся, что там турель. И все, и можно успокоиться. Так. Ближе, ближе, ближе. Ух ты, взрывоопасно. Так, вниз. Вот она, красавица. Ладно, так. Ну, не хотите по-хорошему, хуже будет по-плохому. Ну, все. Забираем мы лишнее. Все, давайте. Улетаем. Ух ты, вот еще штука какая. Интересно, две даже. Шерсти клок. Все, выскакиваем. И на корабль. Ну, у нас хороший зеленый этот самый скафандр, он держит. Конечно, хотелось бы получше военку, но что делать? Так, давайте на корабль. Так, что у нас тут? Течки мы все израсходовали, надо будет принять одну для профилактики. Мало ли как тут, что прорисовалось. Так, смотрим. Угу. Давайте выложим сюда. Так, здесь уже места нет. Так, здесь. Ну, какой зеленый, хороший. Давайте в этот угол. Так, электроника. Ну, модуль взлома мы пока оставляем себе. Вот. Так. О, как его тут разорвало на запчасти. Вовремя мы отлетели. Обратите внимание. Запорхал в каком-то своем направлении. Только понятно ему одному. Так. Знаете, давайте... Так, что у нас тут? Вот еще один дестройер, да. Вар перемещения. Тут у нас... Ух ты, какая красавица. Абандонен. Поурвинг. Ну, короче, тут есть куда. Дереликт стироп. Нет. Давайте сюда переместимся. Так, и... Будем думать. И не успели. Так, еще раз. Дестройер. Меньше скорость. О, как стоять. Все, мы, по-моему, залагались, да? Так, ладно, ну давайте так.
Чувствуем, мы тут утонем в лагах. Все, застабилизировали мы. Ну, давайте так. Ну, сделаем тогда, может быть, небольшой перерыв. Так, посмотрим, где мы сейчас находимся. Так, ну вот на этой орбите, да? Угу. Так. Да, удивительно, но факт. Почему-то я не могу прыгнуть к нему. Хоть ты... Что? Он тут лагает чуть-чуть. Вот. Потонули мы в лагах. Ладно. Вот такая как-то своеобразная орбита тут. Давайте отлетим хотя бы. Не-не-не. Подальше от этого всего дела. Тон security. Может быть, мы на самом деле как бы нас таскает из-за этого, да? Что мы как бы, получается, так, все время не можем застабилизироваться. То есть его несет, и мы тоже как бы привязаны к нему, и он нас оттаскивает. Может быть такое? Ну, возможно, да. Нет. Чего подобного. Мы залагались. Так, ладно. Давайте тогда так. Все у нас, пока мы тут крутимся, вертимся. Давайте накачаем воздуха. Так, закроем корабль и дальше продолжим уже в следующей, наверное, серии. Почему? Потому что, ну, вот видите, тут... Так, накачиваем воздух и дальше будем обследовать эту уже орбиту. Ну вот у нас какой опыт? Мы Ульгарат и Тоскиана осмотрели, но там просто мы потонули в лагах. Так. Так, по поводу вооружения, ну там смысл брать еще 2 винтовки, как бы, но я не вижу. Так, ну что, давайте мы сделаем тогда небольшой перерыв. Так. Заправим. Заправим ранец и поменяем батарейку. Все, давайте так. Так, ну что, всем пока-пока.